Сегодня мы выровняем торт красивым королевским цветом. Выравнивать торт я буду масляной помадкой. Рецепт вы найдете в описании к этому видео. Итак, оформляем торт. Черновое покрытие помадкой я уже сделала. Урок по выравниванию помадкой вы найдете в описании к этому видео. Берем такую же помадку, мы ее не выбеливаем, это не выбеленная помадка. Мы ее не выбеливаем, потому что мы сейчас будем делать плотный темный цвет. Мы берем основной наш цвет, Royal Blue, у меня вот Cake Colors. Royal Blue это королевский синий, берете самый синий цвет. Если синего у вас красивого нет, берите какой-нибудь небесно-голубой или просто голубой, вы просто добавите его туда побольше. И все. Я добавила краситель, размешиваю. Он такой насыщенный синий цвет. И если у вас помадка не выбеленная, то он очень хорошо ее окрасит. Вот, буквально, видите, двумя каплями мы окрасили. Мне очень нравится это покрытие. В основном оно мне нравится тем, что основное покрытие происходит не окрашенным кремом, а окрашенным кремом мы уже укладываем тонкий-тонкий слой на торт. Вы наносите цветовой слой, как вам нравится. Хотите, через пакетик нанесите, да, то есть делаете дырочку и наносите тонкий слой, и потом распределяете. Мне всегда нравилось и до сих пор нравится мазками наносить, и потом уже шпателем размазывать. Ничего не могу с собой поделать. Прежде чем наносить цветовой слой, вы держите вот этот торт с черновым покрытием в холодильнике минут 15 или в морозилке минуты 2-3. У вас предыдущий слой схватится и не будет мешать вам выравнивать уже цветовым покрытием торт. Тут у нас уже появился небольшой рисунок, он проявляется практически сам по себе. Мы наносим темный слой на светлый, где-то светлый слой просто процарапывается, да, с помощью шпателя. Где-то темные пятна будут более плотными, это тоже хорошо, потому что у нас вот этот синий цвет, он должен быть фактурный на торте. Потому что чем больше фактуры вы добавите, тем интереснее будет смотреться торт. Вот смотрите, у меня остались такие вот как бы дыры, да, которые у нас не закрыты. Я сейчас сделаю более темный синий цвет. Я в королевский синий добавлю капельку черного. И сейчас смотрим, какой цвет получился. Черный цвет, он облагораживает вообще все оттенки, смотря сколько вы добавите. И смотря какой итог хотите получить, да, вот у нас получился прям как будто серо-черный. Я добавлю еще синего, потому что мне нужен просто глубокий синий цвет. Серо-черный это для нас слишком круто.
Вот этот темный цвет, который у нас получился, мы наносим мазками просто по окружности торта. Мы наносим в какие-то свободные места или просто где вы считаете нужным его добавить. И уже окончательно мы заглаживаем торт шпателем, чтобы он у нас был ровненький, потому что остальную фактуру мы уже будем наносить на полностью выровненный торт. Посмотрите, какая у нас красивая фактура получилась на торте. Я сильно не прижимала шпатель, и остались островки светлого, да, такие вот темные, как будто разводы. Просто сильно не прижимайте шпатель, и у вас получится точно так же. Корону мы снимать не будем, у нас тут корона небольшая, но она придаст нам такой вот грубоватой грациозности. Нужно почистить теперь низ, чтобы у нас подложка была чистая. Можем нанести еще буквально пару мазков. Мы можем уже выбрать сейчас, где у нас будет передняя часть торта, да, которая будет смотреть на нашего именинника. Самую красивую часть мы можем выбрать, самую фактурную. И здесь еще добавить какие-то мазки, элементы, тоже такие грубоватые, чтобы это было тоже фактурно и интересно. Следующие элементы украшения, такие как, например, серебро или брызги, лучше наносить уже, когда вы подложку почистите, потому что эти брызги упадут красиво на подложку, их тоже придется убрать. Итак, мы с вами выровняли торт. Посмотрите, какой он у нас красивый получился. Синий, глубокий, классический цвет. Сейчас пока никаких больше украшений, пятен или брызг я не буду на нем делать. Мы сначала положим на него цветы и уже потом решим, надо ли здесь что-то делать или это уже будет лишним. А в следующем видео мы с вами окрасим крем, сделаем основные цветы и листочки для нашего торта. И если вы вдруг пропустили первую серию, обязательно посмотрите ее. До встречи!